Привет! С тобой по-прежнему Пол, и моя цель изменить твой английский раз и навсегда. Это третья часть фундаментальной темы о глаголах to be, в которой ты научишься пользоваться их вопросительной формой. Полетели! Начну с того, что построение вопросов в английском языке кардинально отличается от того, как мы привыкли строить их в нашем родном языке. Например, вместо привычного утверждения с вопросительной интонацией мы должны делать вот значит что. Берем один из вспомогательных глаголов to be, таких как am, is, are, и ставим его на первое место перед существительным. Например, Am I okay? Is she okay? Are you okay? Знаю, твой мозг может подумать, что за бред, почему все так заморочено, почему нельзя как в нормальном языке, интонацию изменил на вопросительную и все готово. Спокойно, только без паники. Принцип построения вопроса во всех временах английского языка остается неизменным. Он звучит следующим образом. Вспомогательный глагол ставится перед существительным на первое место. Смотри, чтобы предотвратить возможное отторжение твоим мозгом данного принципа, хочу поделиться с тобой одним лайфхаком. Если предложение твоего собеседника начинается с одного из вспомогательных глаголов, таких как am, is, are или do, does и так далее, то тебе следует больше сконцентрироваться и попытаться понять, что же от тебя хотят. Я пытаюсь подчеркнуть то, что ты почти с самого начала предложения слышишь, что это именно вопрос, а не слушаешь и через 5-10 секунд осознаешь: «Оу, это все-таки был вопрос», и просишь своего собеседника повторить его, так как думал, что это было утверждение. В общем и целом, принцип «вспомогательный глагол ставится перед существительным на первое место» реально практичный. Надеюсь, ты подтвердишь мои слова через пару месяцев. Ну шо, как обычно, одной только теорией наши уроки не обходятся. Давай выполним одно из сегодняшних заданий, чтобы убедиться в том, как хорошо ты понял принцип построения вопроса в английском языке. Итак, наша задача перестроить пару утверждений в вопросы. Помни, все, что нужно сделать, всего лишь переставить вспомогательный глагол to be на первое место. Выполнять будем следующим образом. Я читаю утверждение, а затем мы вместе делаем вопрос. Уверен, ты справишься. Приступаем. She's German. Is she German? He is Italian. Is he Italian? It's American. Is it American? You're Canadian. Are you Canadian? They're French. Are they French? I'm English. Am I English? We are Spanish. Are we Spanish? You're a cool student. Are you a cool student? Так, неплохо. Идем дальше. Небольшое определение. Прямой вопрос – это вопрос, на который можно дать ответ «да» или «нет». И сейчас я научу тебя правильно на него отвечать. Внимание! Как бы ты ответил на эти ранее упомянутые вопросы? Are you okay? Yeah. Is she okay? No. Am I okay? Yes. Я не могу сказать, что это неправильные ответы. Но ты только начал учить английский, и твой словарный запас очень ограничен. Поэтому, если ты хочешь создавать впечатление говорящего человека, отвечая на вопросы лишь «да» или «нет», то форма короткого ответа будет как-никак кстати. Сейчас я отвечу на несколько вопросов с помощью короткой и полной формы, а потом ты ответишь на парочку других в том же духе. Договорились? Тогда начинаем! Are you okay?
Yes, I am. I'm alright. Is she okay? No, she isn't. She's not okay. Теперь твоя очередь. В общем, в этом задании нам нужно прочитать и ответить на вопросы в короткой и полной форме. Если видишь плюс в начале вопроса, то отвечаешь в позитивной форме, если видишь минус, то в негативной. Выполняем упражнение вместе. За дело! Are you American? Yes, I am. I'm American. Are you German? No, I'm not. I'm not German. Is he Italian? Yes, he is. He is Italian. Is she Indian? No, she isn't. She is not Indian. Is it French? Yes, it is. It's French. Are we Canadian? Yes, we are. We are Canadian. Are they Mexican? No, they aren't. They're not Mexican. Is it cool? Yes, it is. It's cool. Are we the best? Yes, we are. We are the best. Отлично! Похлопай себе, если все получилось. Если были ошибки, тоже похлопай, потому что ты в любом случае выполнил это задание в той или иной мере. Ну, а если вообще ничего не получилось, не спеши забивать на английский. Завтра пройди то же самое занятие, и ты убедишься, насколько лучше ты начал пользоваться тем, что еще вчера не понимал и воспринимал как что-то невозможное. Прекрасно! Теперь ты способен задавать вопросы и отвечать на них с помощью короткой и полной формы. Может быть, пока что немного криво, но все же ты умеешь задавать вопросы и отвечать на них на новом для себя языке. Ты большой молодец, что занимаешься своим саморазвитием. Спасибо тебе за то, что приходишь на наши уроки. Продолжай учить английский в том же духе. Keep in touch! Друг мой, если тебе понравилось данное занятие, а также мой подход к изучению английского языка, то я приглашаю тебя стать моим учеником. Свяжись со мной и записывайся на индивидуальные, парные или групповые занятия. Все возможные варианты связи ищи в описании под этим видео. Ну а если ты из тех, кто привык всего добиваться сам, то приобретай мои методички и достигай поставленных целей быстрее и эффективнее. Благодарю за внимание, всех благ!